Всем привет! Сегодня будет ваша любимая рубрика с разбором сочинений. Но в этот раз это видео для продвинутых, потому что мы разбираем сочинение от учителя английского языка. Спасибо вам большое за то, что прислали нам его на почту. Хочу сразу сказать, что, во-первых, в английском языке есть много аспектов, которые невозможно выучить просто из учебников и академических курсов. Нужно некое погружение в среду. То ли это жизнь в этой стране, то ли это симуляция культуры, сериалы, фильмы, наши курсы, например. Во-вторых, учителя, они не роботы, они не обязаны быть идеальными, они тоже имеют право совершать ошибки. Я не знаю, есть там ошибки или нет, это я так, на будущее, чтобы вы сильно не критиковали. И очень круто, что среди нас, преподавателей английского языка, очень много людей, кто хочет действительно совершенствоваться, и нету такого, что, ох, я знаю, все, это очень классно. Ну что, вы готовы? Вы там знаете, лайк, подписка, все дела. Поехали! Тема этого сочинения Inner World, Appearance, Worldview. Это вот такая тема. Внутренний мир, внешний мир и взгляд внешний вид и взгляд на мир, в смысле. Внешний мир. When I was a child, I liked to dream about my future. Every time I've imagined myself somewhere in Europe, I wanted to study there, but then I fell in love with my ex-husband. Понял. Ex-husband он сейчас, тогда он не был еще вообще никаким husbandом, даже не ex и не present. Окей, so. После future я бы поставил точку, не объединял его на предложение. When I was a child, I liked to dream about my future. Вместо dream я бы вставил слово fantasize, например. When I was a child, I liked to fantasize about my future. Точка. Every time, раздельно, не слитно, раздельно. I imagined myself... Окей, здесь present perfect не нужен, потому что every time здесь не результат в настоящем. Да, это мы говорим про какие-то простые действия в прошлом. Every time, раздельно, I imagined myself somewhere in Europe. Тут можно поставить запятую и объединить в одно предложение. Просто запятая. Then I fell in love with my... Запятая now, запятая ex-husband. Чисто на всякий случай, если читатель такой же дурак, как я, и не понимает. I think that my real life started in 2015. I decided that I want to understand and explore this world, people around me, different ways of living. I think that my real life started in 2015. Хорошо. I decided that I wanted to understand. Мы же говорим все о прошлом. Даже если вы до сих пор хотите, все равно мы говорим о конкретном моменте в прошлом, поэтому все надо оставлять в одном и том же времени. I decided that I wanted to understand and explore this world, people around me, and different ways of living. Так как в перечислении это последний элемент в нашем списке, поставим and. И перед and можно ставить запятую, а можно не ставить. Как хотите. I guess my life experience influenced on my worldview and people around me, and maybe some bloggers brought something inside me. Во-первых, мне очень нравится, когда люди используют глагол influenced. Да, что-то influenced, что-то еще. Это очень круто, очень хорошее слово, запомните его. I guess my life experience influenced my worldview. Не надо там предлог on. Influenced что? Мы прям без предлогов сразу переходим к делу. Also, people around me, and maybe some bloggers brought something inside of me. Okay. My life experience повлиял на мой взгляд на мир. Люди around me повлияли на твой взгляд на мир, или твой experience повлиял... Еще раз, подождите. Вы понимаете, да? Вы понимаете, в чем я запутался здесь. I guess my life experience and people around me influenced my worldview. And maybe some bloggers brought something, можно сказать, from inside of me, или просто brought something out of me, или from within me, если хотим более формально и красиво, и поэтично, так скажем. I believe that you're something average between people who are around you. Something тут надо убрать. Очень хорошая мысль, кстати говоря, очень классно. Вот студенты точно так не пишут, но something убрать и сказать просто, что I believe that you're an average of the people around you. Или of the people you're surrounded by. Или I believe that you are a product of your surroundings and your environment.
например. А ты продукт твоего окружения. Блин, ну пока что очень классно, мне нравится. Много работы, но написано уже хорошо. И если вы хотите учить актуальный, современный английский язык, тот самый, на котором говорят герои ваших любимых сериалов, ваши любимые актеры, ваши любимые знаменитости, то приходите на наш хит-марафон от Intermediate до Advanced за 30 дней, где мы всего за месяц с Мариной вас так прокачаем, что вы офигеете от результатов. Он предназначен как раз для тех, у кого сейчас средний уровень, и для тех, кто немножко на нем застрял. Если вы хотите научиться говорить, грамотно писать, уверенно читать и понимать, то я жду вас там. Переходите по ссылке в описании и используйте промокод на скидку. Продолжаем сочинение. What about inner world and appearance? What about the inner world and appearance? The inner world, внутренний мир у каждого свой, он всего один, перепутать ничем нельзя, это очень специфическое понятие, поэтому нам нужен определенный артикль the. I suppose that it's really hard to be interested in somebody just because of his/her inner world at first sight. It's always important to like the way of dressing, face and etc. Ну, во-первых, etc. точки не нужны, просто etc. вместе и потом точку. Окей, давайте с самого начала. I suppose that it's really hard to be interested in somebody. Раз это письмо, давайте более формально вместо somebody напишем someone. Interested in someone just because of his or her inner world at first sight. Это good, это good. It's always important to like his or her appearance. Просто вообще, без etc. даже. But if you really want to be on the same page with somebody, you need to listen, to hear, and to understand your interlocutor. Это невероятное слово. С ума сойти. Вот это я просто не ожидал. Простите за мою громкую реакцию, я не ожидал такого формального академического слова. Мы тут говорим о такой простой концепции жизненной. И вот это офигеть. You don't need to agree with everything, but it's better to have common ground. Okay, but if you really want to be on the same page with somebody, давайте someone опять. You need to listen, запятая, hear, to не надо больше, and understand тоже to не надо. Understand the person you're speaking with. Давайте так. Или если хотим супер формально, the person with whom you're speaking. You don't need to agree with everything, but it's better to have common ground. It's better to have some common ground, давайте скажем так. Но я бы хотел сказать вам нереальный комплимент, сделать вам нереальный комплимент не только по поводу слова interlocutor, но еще, это у меня не проверяйте, не только про interlocutor, но еще про to be on the same page with somebody. Это очень хорошее выражение, значит мыслить одинаково. Да, мы на одной и той же волне. To be on the same page with somebody. Очень хорошо, вы его часто встретите в жизни, в фильмах, в сериалах. Офигенная фраза. I can say that I don't believe that the person with interesting inner world can be dirty. I mean, if you're not so pretty and cute, you can have fresh clothes, tidy appearance. I can say that I don't believe that a person with uninteresting inner world, нам не нужен определенный артикль в the person, потому что мы говорим о любом человеке. A person with и тоже uninteresting inner world, это концепция, которую мы впервые здесь продвигаем. Can be dirty. Вот dirty мне слово здесь не нравится. Я понимаю, что вы хотите сказать, но мне это слово не нравится. I can say that I don't believe that a person with an interesting inner world can be... Наверное, вы имеете в виду прям dirty, да? Прям грязный. Окей, давайте оставим dirty. I mean, if you're not so pretty and cute... После cute давайте запятую поставим pretty and cute. Это сложное предложение. Вторая часть отделяется. You can have fresh clothes and a tidy appearance. Артикль. Но вот я смотрю на это предложение, и ошибок нет, но в Америке так бы не сказали. Это как раз вот то, о чем я говорил в начале видео. А давайте перефразируем в более естественный вариант. I believe that the way a person looks is a reflection of his or her inner world. Вот. Also, I know that we don't judge a man by the way he looks. It mostly works for me when the person is kind of narcissist. Also, I know that we don't judge a book by its cover. Это идиома, которая сюда идеально влезет. И за идиому вы получаете дополнительные баллы на тестах и дополнительные баллы в жизни. It mostly works for me when the person is kind of a narcissist. Да,
Это титул, это звание, это существительное, самое главное, единственное числа. И здесь нам нужно неопределенный артикль. I think that this topic is very interesting and people can discuss it and argue with each other, especially if you're Capricorn. Okay, гороскопчики. I think that this topic is very interesting. Давайте interesting заменим на fascinating. And people can discuss it and argue with each other. Давайте вместо argue with each other скажем exchange opinions. I think that this topic is very fascinating and people can discuss it even if they're exchanging opposing opinions. Okay? Especially if they are, потому что мы говорим people, да? Especially if they are Capricorns. Нам не нужен здесь артикль, если в множественном числе. Appearances are deceptive. Супер. Внешность обманчива. I want to finish my discourse with my feelings about other people. It's better to look into eyes. Eyes are the window to the soul. It's better to look someone in the eyes. Точка запятой. Eyes are the window to the soul. Прекрасно. И все. Сочинение мирового уровня. Я просто внес, так скажем, небольшие, более натуральные поправки. Но и без меня это сочинение бы очень хорошо читалось. Поэтому очень здорово. Спасибо вам огромное. Ну что, вам полезны такие видео? Если вы хотите, чтобы я разобрал ваше сочинение, или как... Помните, на MTV было такое шоу «Экзибит, прокачай мою тачку», «Веня, прокачай мое сочинение». Если вы хотите, чтобы я прокачал ваше сочинение, то отправляйте нам его на почту. youtube@linguatrip.ru. И, конечно, не забывайте подписываться на наш канал LinguaTrip TV и смотреть другие наши видео. До встречи!